Иван Савельич работал в этих краях с середины 70-х и хорошо помнил ту осень 1984 года. Тогда над бескрайней тайгой исчез почтовый самолет, летевший в отдаленный поселок. Искали его долго, поднимали авиацию, прочесывали каждый распадок, но зеленое море тайги словно сомкнулось над машиной. Со временем поиски свернули, а историю списали в архивы под грифом «Пропал без вести». Спустя 40 лет Савельич обходил дальний участок у гиблого болота, места, куда даже в засуху охотники старались не соваться. Трясина там была бездонная, укрытая ковром из седого мха и низкого кустарника. Выйдя на край топи, егерь замер. В паре сотен метров, по колено в грязной жиже, возился огромный медведь. Зверь вел себя необычно. Он не искал коренья и не ловил рыбу. Косолапый яростно терзал какой-то круглый предмет, который ярко блестел на солнце. Предмет был насыщенного оранжевого цвета, совершенно чужеродное пятно среди серых кочек и бурой воды. Медведь то пытался поднять его мощными лапами, то со стервенением грыз его, оставляя на металле глубокие борозды от клыков. Видимо, зверя привлек необычный запах или блеск, и он принял находку за какую-то диковинную добычу. Савельич выждал, пока медведь, разочарованный тем, что металл не подается зубам, лениво побрел в сторону леса. Только когда зверь скрылся в чаще, егерь, утопая в грязи, добрался до места сражения. Шар был тяжелым, из прочного титанового сплава. Очистив его от липкого ила и болотной тины, Савельич почувствовал, как по спине пробежал холодок. На боку шара, рядом со следами медвежьих зубов, сохранилась четкая надпись «Flight Recorder. Do not open». Это был бортовой самописец, тот самый черный ящик с пропавшего 40 лет назад самолета. Видимо, за десятилетия болото начало дышать и вытолкнуло на поверхность тяжелый предмет, а медведь, разрывая мох в поисках пищи, окончательно вытащил его из плена. Савельич понял, если ящик здесь, значит обломки самолета и останки экипажа покоятся всего в паре десятков метров под этим самым мхом. Загадка, мучившая район десятилетиями, была решена благодаря любопытству лесного хищника. Старик не стал медлить. Вернувшись на кордон, он впервые за много лет воспользовался аварийным каналом связи. Уже через 3 часа тишину тайги разорвал гул тяжелых винтов. Из города вылетел спецборд МЧС с поисковиками. Когда вертолет завис над болотом, Савельич стоял на краю топи, глядя на оранжевый шар. Он знал, что сегодня для многих семей, потерявших близких в ту роковую осень, наконец-то наступит покой. Лес хранил эту тайну 40 лет, но все же решил вернуть долг человеку, руками старого медведя, который просто нашел в болоте странную игрушку. Дорогие друзья, если вам понравилось видео, поставьте лайк, а также подписывайтесь на канал, где наши авторские истории выходят каждый день.